Напряженная, трудная партия на ческом, но тем не менее одержана красивая победа над соперником. Итак, развиваем свои легкие фигуры. Соперник сразу же с первых ходов вывел ферзя в поле, так сказать. Хожу сюда конем. Идея эту пешку забрать, объявить шах одновременно и одновременно напасть на ладью соперника. Так, не тут-то было. Соперник объявляет мне шах на Е5. Закрываюсь конем, то есть убегает конь у меня назад, чтобы прикрыть короля. Слон G5 наваливает со всеми подручными средствами соперник на мой королевский фланг. Делаю рокировку. Соперник подтягивает сюда еще и коня для удара. То есть вообще пока не знаю, как закрываться, как защищаться от наседающего соперника. Отхожу слоном. Взяли. Ферзей разменяли. В итоге смело уже получается на 11 ходу. У меня вскрыт королевский фланг. То есть здесь у меня король сдвоенная пешка. Вообще, в общем, все чудесно в кавычках. А у соперника не нарушена пешечная структура, все в порядке, все прекрасно. И может делать длинную рокировку, в принципе. Дальше развить оставшиеся две легкие фигуры и атаковать ими совместно с тяжелыми фигурами две ладьи. У меня остаются две ладьи и две легкие фигуры также. Играем дальше. Соперник делает длинную рокировку 3-0. И начинает накатывать мне тут пешки на королевский фланг. То есть вот эти пешки пошли вперед. Но понятно, с какой целью. Дальше вскрывать мне здесь пешку, получается, короля. Здесь и ладья подключится. В общем, перспективы не самые радужные. И 4, 5, 6, 7, 8. Все пешки на месте у соперника. 3, 4, 5, 6, 7 пешек у меня, на пешку меньше. И одна еще там уже сдвоенная. То есть все гораздо хуже у меня. Запрыгиваю конем на F4. Е2 предлагает соперник размен коней. Размениваю. Далее выхожу слоном на Е6. Ладья подключается на G1. Но тут по диагонали, да, размен ладей, по идее. Если забираю пешку на А2, пытаюсь теперь спасти своего закрытого белопольного слона. Естественно, ничем хорошим это не заканчивается. Король забирает мою фигуру на А2, то есть теряю фигуру еще вдобавок ко всему. И так ко всему плохому положению еще и фигуру. Пытаюсь прорваться здесь пешкой для того, чтобы скрытый шаг сделать. Не получается. Дальше иду пешками. Опять так, 3 пешки у меня здесь на краю образуются. Но соперник, естественно, может легко погасить эту угрозу. Здесь и ладью подключить, и слона подключить. Вторую ладью подключить. То есть у меня все равно здесь перспектив особых нет. D4. Иду пешками дальше. DC. Объявляю шах на B3. B3 шах. Здесь у меня шах ладьи открывается. И шах пешкой. Король забирает на b3, подвожу вторую ладью на b8, еще один шах объявляю. Здесь, да, удачно две ладьи стоят у меня. Король убегает на c4, шах на a4. Но здесь у меня появляется перспектива пошаховать немного короля соперника. Хотя король, естественно, дальше просто убегает и прячется за свои фигуры, за свои пешки, в принципе. Ничего такого тоже страшного для соперника, по идее. Ладья b3 шах, король уходит на d2, а2 шах, король убежал на e1. И ладьи построились в одну линию, то есть по предпоследней диагонали получается такая вот угроза. Если у меня здесь бить на e2 с шахом, король уходит сюда и дальше
шах на f2 и, по идее, мат на e2. Ладьями можно загнать теперь короля. Но естественно, что соперник будет ладьями своими активно играть. И может быть даже просто при случае разменяться как-то попробую. Так, соперник играет g2. Прикрывает слона, то есть если я буду брать слона на e2, удар сюда же ладьей, я бью второй своей ладьей, бьет король, и я остаюсь без фигур, практически без своих тяжелых фигур, а соперника еще остается ладья. Ну, естественно, он меня ее додавит, и здесь крайняя проходящая пешка, то есть новая фигура. Такая перспектива. Поэтому я играю f5, соперник ведет свою пешку дальше c6. Начинаю движение королем к ней, но естественно, что не догоню. c7, ладья c2, ef, забираю пешку на c2. g5, соперник пытается дальше проводить потихоньку план в жизнь прорыва вот этих пешек. Ну и здесь ладья висит по центру, то есть еще и перспектива такая с шахом. Потом, естественно, можно подключить как-то, попробовать слона по диагонали и вторую ладью задействовать для шахования. Возвращаюсь ладьей на c2, пешка h5, король g7, шах на h6, отхожу обратно на g8. Здесь почему соперник не играет вот этой крайней ладьей, это мат же получается следующим ходом мне, по идее. Я так посмотрел. Королю некуда уходить. Сюда под шах, здесь шах, здесь шах. Последний. Почему соперник так не сыграл? Наверное, это был последний шанс его выиграть эту игру и окончить ее в свою пользу. Играет g6. Ну, насколько я вижу, вот перспективы здесь. Может, кто-то другие увидит еще перспективы. Но здесь самый реальный ход был такой для победы. Соперник g6, забираю на g6, забирает на g6. Но следующая идея понятна, бить на f7. Здесь еще и скрытый шах идет. И, в общем, у черных все вообще нехорошо. Забираю на g6. Здесь соперник забирает ладьей на g6 с шахом. Ухожу на h7. Соперник отходит на d6. Ну и я тут иду в контратаку, потому что чувствую, что дальше соперник меня, естественно, загонит своими ладьями. То есть здесь шах, подключается вторая ладья. И дальше гонка ладьями. Поэтому делаю шах на e2. Соперник отходит королем на f1. Еще один шах на f2. Соперник возвращается на e2. Ну и здесь мат просто на e1 возвращается, ладьей на e2 мат. Вот такая встреча, игра получилась. Упорная, тяжелая, но тем не менее сумел здесь воспользоваться предоставившимся мне шансом и выиграть эту игру.